Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля. Мой канал об узорах крючком. И рада приветствовать всех новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать. Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много. И поэтому для вашего удобства узорчики собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Надеюсь, вы не растеряетесь. Надеюсь, видео вам понравится. Вы оставите свои лайки, напишите комментарии. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда на канале появятся новые видео. Своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам отдельный привет, слова благодарности. Вы моя большая группа поддержки, много разных городов, много разных стран. Стараюсь всем отвечать, переводить на переводчики. Спасибо вам огромное за теплые слова, за хорошие комментарии, за приятные отзывы. Я к вам сегодня с новым узорчиком, но с ниточками, с которыми мы уже работали. На канале уже есть несколько узорчиков с данной палитрой, да, цвета. Это Alize Angora Gold Simli. Смотрите, новички, кто еще не вязал, кто не знает, кто не пробовал. В 100 граммах здесь находится 500 метров. Состав 75% акрила, 20% шерсти и 5% металлика. Видите? Металлическая ниточка так вот блестит. Итак, что он говорит по поводу крючка производитель? Смотрите, от двоечки до четверочки берите. То есть удобно берите двойку, берите тройку, четверку и так далее. То есть как вам удобно. Я беру троечку, потому что троечка мне нравится вязать. Помните, да, правило? Если хотите более рыхлое воздушное вязание, то берете крючок потолще. Если хотите более плотное вязание, то берете крючок потоньше. Так? Итак, смотрите. Тут картинка есть, что данные пряжа очень хорошо будет смотреться в шалях и в палантинах. Это действительно так. Очень хорошо смотрится в шалях и в палантинах. Сегодня мы с вами сделаем узорчик, возможно, для палантина, а возможно, использовать в любых других изделиях, каких вы захотите. Итак, цвет пока не забыла. Говорю цвет. Номер 452. Угу. Итак, схемка к узорчику ходит по интернету, находится в свободном доступе. Поэтому, пожалуйста, берите, пользуйтесь, нажимайте на паузу, скриншотьте. Кому необходимо, пишите в Инстаграм, я продублирую в Инстаграме. В общем, давайте вязать. Итак, кто давно на канале знает, я делаю небольшие образцы, да, ну, в районе 30 петелек, плюс-минус. И получается, у нас сегодня будет тоненькая ниточка. Кстати, новички, покажите, посмотрите, я вам сейчас покажу. Посмотрите, вот, видите, ниточка. Вот она состоит из 3 ниточек. Так, видите, металлическая ниточка. Она не сильно пушистая. Вот эти вот маленькие волоски бывают новичкам немножечко мешают вязать. Поэтому вяжите аккуратненько. Если придется распустить, распустить можно, но это будет сделать сложно. Поэтому заранее просчитывайте все петельки, не торопитесь. Итак, раппорт узорчика у нас получается 16 петелек. Мы с вами наберем 2 раппорта и еще дополнительные петельки, ну, чтобы красивый узорчик закончился. Хорошо? И приступаем. Получается, набирать будем мы с вами 41 воздушную петельку. Итак, все как всегда. Вначале петелька фиксации. И при наборе всех петелек мы, получается, не считаем эту петельку. А теперь 41 воздушная петелька. Поехали. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Вот наш будущий образец. Далее, что мы делаем? Мастера, конечно, опытные, могут приступать сразу же к узорчику, а с новичками давайте сделаем дополнительный, да, вспомогательный ряд. Я предлагаю сделать столбиками с накидом. Мне, по крайней мере, будет так удобнее вам объяснить. Итак, 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. И вот в 5-ю петельку ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. Следующий петельку нырнули, опять провязали столбик с накидом. В следующую петельку нырнули, провязали столбик с накидом. Аккуратненько, вот так вот монотонно новички отрабатывают вязание столбика с накидом. Вы можете здесь провязывать полустолбик с накидом, можете столбик без накида, как вам удобнее. Так? Мне будет просто вам удобнее показывать, когда будет конкретно большой такой столбик. Итак, и набираете вот так вот до конца ряда. Так, смотрите, вот эти 3 петельки подъема, это у нас тоже получается столбик, это имитация столбика, мы его тоже считаем. То есть сейчас я набрала, смотрите, сколько столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Я буду набирать, получается, точно так же, как количество воздушных петелек, 41 воздушная петелька, набираю, естественно, 41 столбик с накидом. Вы набираете ровно столько, сколько вы сделали воздушных петелек, понятно? То есть ни больше, ни меньше. Считайте аккуратненько, монотонно, и в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте. Итак, смотрите, вот провязали аккуратненько вот такую дорожку. Так, что делаем дальше? 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Далее накид. И сюда же ныряем в этот же столбик и провязываем еще 3 столбика с накидом. Раз, два, три. То есть получается с 3 петельками подъема, да, это же имитация столбика, получается это тоже столбик с накидом. То есть по итогу 4 столбика с накидом. Раз, два, три, 4. Есть. Накид. Теперь смотрите, отступаем по непосредственно нашим верхушкам столбиков предыдущего ряда 7 столбиков. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сделали накид. И в восьмой столбик ныряем и провязываем 4 столбика с накидом. Раз. Сюда же. Два. Сюда же. Три. Сюда же 4. То есть как бы у нас вот такая вот получается картина. Идем дальше. Делаем 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. А в столбиках в наших пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. В четвертый ныряем в верхушку и провязываем столбик без накида. Далее опять 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. Пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. И в четвертый столбик делаем накид и провязываем опять 4 столбика с накидом. Раз, два, три, 4. Вот видите, как получается. Далее опять пропускаем 7 столбиков. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. И в восьмой столбик делаем накид и провязываем опять 4 столбика с накидом. Раз, сюда же. Два, сюда же. Три, сюда же. 4. Поняли, да? Вот такая вот получается красота. То есть как бы такая бабочка, да? Потом такие вот воздушные арочки. Опять, ну, назовем ее бабочка. Теперь смотрите. После этой бабочки опять делаем 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. Пропускаем в столбиках 3 столбика. Раз, два, три. В четвертый ныряем столбиком без накида. 4 воздушные петельки. Опять пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. И в четвертый делаем опять 4 столбика с накидом. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. И вот там, где 3 петельки подъема, так, вот эту третью петельку ныряем и провязываем последние наши 4 столбика с накидом. Раз столбик с накидом, сюда же 2 столбик с накидом, сюда же 3. И заканчиваем наш ряд 4. Вот. По итогу должно получиться вот так вот. То есть такие вот как бы бабочки, бабочки, бабочки. А между ними вот такие вот 4 окошечка. Угу. Следующий ряд практически повторяет этот ряд. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Вот сюда же в верхушку этого же столбика провязываем еще 3 столбика. Раз, два, три. Далее опять перескакиваем. Так, и перескакиваем, получается, вот аж к этому столбику. То есть пропускаем все-все-все столбики. И в самый последний столбик ныряем и провязываем еще 4 столбика с накидом. Раз, два, три, 4. То есть получается у нас здесь картина одинаковая, да? Вот такие вот полувеерочки над полувеерочками. Есть. Далее смотрите. Делаем 5 воздушных петелек. Если здесь мы делали 4 воздушные петельки, здесь делаем 5. Раз, два, три, 4, 5. И опускаемся вот к нашему столбику без накида. И делаем еще один такой же столбик без накида. Опять делаем 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. И переключаемся
получается, к нашим вот этим полувеерочкам, да, вот, к первому столбику и делаем на нем опять 4 столбика с накидом. Раз, два, три и 4. И точно так же опять перепрыгиваем, да, все вот наши столбики до последнего. И в нем опять делаем точно такие же 4 столбика с накидом. Раз, два, три и 4. Угу. Вот, что у вас должно в итоге получаться. Вот, то есть такие вот бабочки, бабочка, 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 да, а тут опять продолжаются вот эти вот арочки. Итак, давайте до конца ряда. Здесь вы опять делаете 5 воздушных петелек, присоединяетесь столбиком без накида, 5 воздушных петелек и еще одна такая же бабочка. И здесь в конце ряда я вас встречаю. Давайте. Итак, смотрите, довязали до конца ряда, да, вот наши последние эти бабочки, так назовем их. Далее опять 3 воздушные петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И сюда же опять в этот же столбик ныряем и провязываем еще 3 таких же столбика. Раз, сюда же 2, сюда же 3. Опять перепрыгиваем все наши столбики вот до самого последнего и провязываем точно так же, как в двух предыдущих рядах, да, в этом и в этом. Точно так же провязываем еще здесь 4 столбика. Раз, два, 3, 4. 4 столбика с накидом. Видите? Вот. Все одинаково. Раз, два, три. 3 ряда одинаковых. Дальше смотрите. Мы здесь делали 4 воздушные петельки. Здесь делали 5 воздушных петелек. Сейчас будем делать 6 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5, 6. Далее опускаемся опять к столбику без накида и провязываем еще один столбик без накида. Опять 6 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5, 6. И опять переключаемся на наших бабочек. Да? Вначале мы за первый столбик беремся и провязываем 4 столбика с накидом. Раз, два, три, 4. И сразу же перепрыгиваем все эти столбики до самого последнего. И провязываем еще таких же 4 столбика с накидом. Раз, два, три, 4. Поняли, да? То есть получается, наши все 3 ряда повторяют друг дружку, да? За исключением того, что здесь получается 4 воздушные петельки, здесь 5, а здесь 6. Все. А вот эти вот бабочки, они так и есть, так и идут из ряда в ряд. Давайте здесь точно так же сделайте 6 воздушных петелек, столбик без накида, 6 воздушных петелек и еще одна бабочка. Здесь я вас встречу. Угу. Давайте, у вас получится. Итак, вот такая у нас по итогу получается красота. Теперь наша задача с вами повторить все то же самое, только немножко сместить. Итак, смотрите. То есть там, где у нас будут бабочки, были бабочки, мы будем делать вот таких паучков. Так? А где были, грубо говоря, паучки, вот у нас здесь будут бабочки. Итак, смотрим. 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И здесь мы, помните, да, первоначально набирали 4 воздушные петельки. Значит, набираем 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. То есть по итогу у вас здесь аж 7 воздушных петелек. Далее присоединяемся вот непосредственно, где у нас соединяются 2 столбика, нырнули вот в эту арочку и провязали столбик без накида. Есть. Опять 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. И вот наш последний столбик, да, из этого полувеерочка такого. Последний столбик, за него беремся и провязываем 4 столбика с накидом. Раз, сюда же 2, сюда же 3 и сюда же 4. А теперь перепрыгиваем через всего этого паучка вот к следующему, получается, столбику, первому столбику из этой бабочки. И здесь провязываем тоже 4 столбика с накидом. Раз, сюда же 2, сюда же 3 и сюда же 4. Поняли, да? То есть вот у нас здесь будет паучок уже, а здесь начинают формироваться бабочки. Далее опять делаем 4 воздушные петельки. Раз, два, 3, 4. И опять присоединяемся вот между столбиками в эту арочку, ныряем и провязываем столбик без накида. Опять 4 воздушные петельки. Раз, два, 3, 4. И присоединяемся к верхушке последнего самого вот этого столбика и провязываем опять 4 столбика с накидом. Раз, два, 3,
4. Перепрыгиваем паучок, присоединяемся к первому столбику вот этому из предыдущей бабочки, да, и опять провязываем 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И присоединяемся столбиком без накида, вот в арочку. Делаем столбик без накида. Опять 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И вот там, где у нас были 3 петельки подъема, к 3 петельке подъема присоединяемся и провязываем столбик с накидом. Вот, смотрите, вместе с вами провязала ряд. Вот что в итоге получается. Сейчас мы будем с вами точно так же вязать, да, над паучками, над бабочками, над бабочками, бабочки. Понятно? Итак, получается, здесь делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. А потом помните, да, что мы вначале делали 4 воздушные, потом 5. Значит, делаем 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И присоединяемся к нашему столбику без накида. Оп. Опять 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И присоединяемся вот к нашей бабочке. Вначале к первому столбику. Да? Делаем 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. А потом перепрыгиваем к последнему столбику. Тоже 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. Понятно, да? То есть опять провязываете, получается, повторяете до конца ряда. То есть здесь у вас паучок растет с 5 воздушными петельками, здесь бабочка. Здесь опять паучок растет. И в конце ряда я вас встречаю. Давайте. Так, и получается третий ряд, да? Из вертикального раппорта делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3, поворот. И помним, да, что мы в последнем, получается, ряду делали 6 воздушных петелек. Набираем 6 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Итого получается у нас аж 9 петелек здесь. И присоединяемся точно так же вот к нашему столбику без накида. 6 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И опять присоединяемся вначале к первому столбику. Делаем 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. И сразу перепрыгиваем к последнему. То есть все, вы уже с бабочки знаете, как делать. 1, 2, 3 и 4. Все. И так далее до конца ряда. Понятно, да? Вот. То есть получается, мы сместили паучков вот сюда, да? Бабочек, получается, вот сюда. Все. Получается, вертикальный раппорт узорчика вы сейчас довяжете, и он будет готов. И далее вы можете повторять вот первые 3 ряда. То есть опять вы будете вязать непосредственно здесь бабочки, здесь у вас будут паучки. Бабочки, паучки. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков и посмотрим в итоге, что получается. Должно получиться очень красиво. Встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, хочу показать. Вот, например, вы вязали, решили закончить, да? Как заканчивать? Смотрите, я просто присоединила столбиками без накида к верхушкам, да, получается, к столбикам, здесь вот столбики без накида. А между ними, получается, по 7 воздушных петелек. То есть точно так же, как мы здесь пропускали по 7 столбиков. Помните, да? 7 воздушных петелек. И получается, потом провязываю, там, где 7 воздушных петелек, 7 столбиков с накидом. Как бы выравниваю, да, край. Там, где получается столбик вот без накида, тоже столбик с накидом. Опять арочка из 7 воздушных петелек. Сюда 7 столбиков с накидом. Понятно, да? То есть вот таким образом вы выравниваете край, и у вас получается такое же количество петелек, которые вы набирали в самом начале. Понятно, да? Вот. И получается по итогу вот такая вот ровная красота. Итак, я сейчас закончу до конца ряда и покажу вам полностью, что получается. Итак, смотрите. Вот, довязала я, получается, до конца. Край ровненький, да, но если как бы захотите закончить, да, например, там будет у вас палантинчик, мужское плечевое изделие, то есть можно столбиками без накида, полустолбиками, столбиками с накидом, как захотите. Итак, смотрите, вот наш узорчик, видите, несколько раппортов получается, раз, потом сместился 2, потом опять сместился 3, сместился 4. Класс.
Смотрите, конечно, он такой ажурненький, нежненький, так. Естественно, вы можете использовать его как для летних вещей, так и для накидочек различных, да. Это, возможно, будут легкие шарфики. В зависимости от пряжи, какую вы будете использовать, такое изделие у вас и будет. Топики, маечки. Возможно, это будет из толстой пряжи, например, снуды, шарфы, да. То есть, пожалуйста, пишите обязательно в комментариях, куда можно использовать данный узорчик. А возможно, кто-то уже вязал им, уже готовая вещь есть и может нам похвастаться, рассказать, как она смотрится. Итак, давайте замерим. Получается, мы набирали с вами 41 воздушную петельку. И если это же пряжа, этот же крючок, так, и это же, получается, плотность вязания, то это приблизительно 16 сантиметров, да. Если бы не догадалась сделать по краешку еще, так скажем, кромочные столбики, да, краешек был бы ровнее. Ну, вот уже как есть, так есть. Итак, это получается 16 сантиметров, а здесь получается у нас 1, 2, 3, 4 раппорта. И каждый раппорт по 3 ряда, это 12. И тут получается 13, 14. То есть 14 рядочков набирали. Ну, допустим, это будет приблизительно, ну, 15-15 с хвостиком, да, то есть здесь как бы волнисто так вот получается. 15 сантиметров. Очень неплохо, очень шикарно, очень интересно, легко. Сами заметили, да, что ряды повторяются. Ваша задача просто прибавлять количество воздушных петелек. Все, вот в этих паучках. А бабочки все одинаковые. Очень просто, очень шикарно. Надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте лайкать, подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Впереди много нового интересного. Нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда это новое интересное появится на сайте. И под видео здесь справа находится внизу стрелочка «Поделиться». Нажимайте, делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Заранее вам спасибо большое. Ну и спасибо, что досмотрели видео до конца. Всем ровных петелек. До новых видео. Пока-пока.